Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятно нежные, пышные и воздушные вареники с творогом на пару. Благодаря тесту на кефире они получаются мягкими, как облачко, такие пышные, как пирожки. И их можно есть просто руками. Это так вкусно! Обязательно со сметаной. Для приготовления теста мне понадобится: вливаю в миску кефир. У меня кефир теплый, я его специально подогрела. Добавляю 1 желток, пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара. Перемешиваю. Просеиваю примерно половину муки и соду. Соду обычно в кефир я не добавляю, так тесто получается более пышным и воздушным. Если добавить соду в кефир, произойдет реакция и уже тесто не будет таким пышным. Перемешиваю лопаткой, и дальше муку я буду добавлять постепенно, так как ее может понадобиться больше или меньше. Тесто должно получиться такое очень нежное и мягкое. Можно сказать, на грани липкости. Не забивайте его мукой. Сейчас буду вымешивать тесто руками. Добавляю еще муку. Иногда, если вы чувствуете, что тесто очень сильно налипло на руки, рекомендую их помыть, и тогда вам легче будет вымешивать. Сейчас тесто немного домешу на столе. Посмотрите в итоге, какое тесто должно получиться. Оно такое очень нежное, мягкое. Если я сейчас его еще немного помешу, оно снова начнет прилипать к рукам. И, как видите, у меня ушла не вся мука. Где-то буквально граммов 20 у меня осталось. Беру чистую миску, выкладываю сюда тесто, закрываю пленкой и оставлю его отдохнуть минут на 20. Для приготовления начинки мне понадобится: творогу добавляю желток, добавляю 3 столовые ложки сахара. Конечно, сахар добавляйте по своему вкусу. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю. Для моего рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Много сахара в творог я не рекомендую добавлять, чтобы он не начал разжижаться. Но, конечно, вы можете использовать его по вкусу. Вот такая нежная в итоге начинка должна получиться. И как видите, она не очень жидкая. Она хорошо держит форму. Вареники я буду готовить на пару. Я лично просто обожаю именно паровые вареники. Они получаются такие вкусные, пышные, прямо как такие пирожки-пышки. У меня вот такая большая пароварка, кастрюля. Я набрала сюда воды. Сейчас поставлю ее на плиту, чтобы закипала вода. И, конечно, вот это дно я смажу хорошо растительным маслом, чтобы вареники не прилипли. Также, если у вас нет такой большой пароварки, вы можете купить вот такие приспособления. Они часто продаются в обычных азиатских магазинах или вообще в магазинах, по-моему, они сейчас уже везде есть. Их очень часто используют в Азии, очень удобно. Подготавливаю поднос, куда буду выкладывать сформированные вареники. Слегка присыпаю его мукой. Достаю тесто из миски на подпыленный мукой стол и раскатываю в пласт толщиной примерно от 3 до 5 мм. Слишком много муки не используйте. Я фактически тесто подпыляю только снизу. Сверху оно остается липковатым. Так вареники будет легче слепить. Я раскатала тесто и сейчас оставлю его буквально на минуточку отдохнуть, чтобы оно расслабилось и осталось вот такого же размера, чтобы оно потом не сжималось. И сейчас я буду вырезать из него кружочки. Диаметр кружочков выбирайте сами, какие вы хотите вареники, больше или меньше. У меня вот есть такая выемка диаметром 8 сантиметров и вот такое приспособление, при помощи которого тоже вырезаются кружочки очень быстро. У меня здесь диаметр 7 сантиметров. Обязательно выемку опускаем в муку. Я хочу вот вырезать вот таким приспособлением, посмотрю, что получится. Хорошо надавливаю и вырезаю. Получается вот такая слегка овальная форма. Как раз то, что нужно для вареников. Обязательно хорошо подкатываю излишки теста, накрою их пленкой, чтобы тесто немного отдохнуло. Эти заготовочки я также прикрываю пленкой и теперь леплю вареники. Беру кусочек теста, разминаю его в руках, делаю такую более продолговатую форму, выкладываю начинку. Начинки должно быть много.
У меня такая полная чайная ложка с горкой. Подтягиваю тесто и начинаю скреплять. Хорошо защипывайте края, чтобы они не раскрылись. Получается вот такой вареничек. Перекладываю его на подпыленный мукой поднос и также закрываю сверху пленкой. Я сформировала партию вареников и теперь снова раскатаю тесто, которое у меня было из обрезков. Оно полежало, отдохнуло, стало опять такое же липкое. Ну и, конечно, я формирую таким образом все вареники. Варенички я выкладываю в сито пароварки, которые я предварительно смазала маслом. Обязательно выкладываем на расстоянии друг от друга, так как вареники будут хорошо увеличиваться в объеме. Ставлю вареники на кастрюлю, закрываю крышкой и буду готовить примерно 7 минут. Растопленным сливочным маслом смажу тарелку, чтобы вареники не слиплись. Первая партия уже готова, и я их очень аккуратно достаю в тарелку. Посмотрите, какие они пышные, классные получились. Красавчики. Лучше брать 2 лопатками, чтобы не обжечься. Старайтесь их друг на друга не укладывать, чтобы они не примялись. И сразу же я их смазываю растопленным сливочным маслом. Закрываю эту партию вареников крышкой, чтобы они не остывали. И сразу ставлю вариться следующую. Снова засекаю 7 минут. Вареники смазываем маслом и подаем со сметаной, с вареньем. Все, что вы хотите. Эти вареники получаются такие пышные, как пирожки. И их можно есть просто руками. Это так вкусно. Обязательно со сметаной. Это один из самых любимых домашних рецептов.